Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Друзья, мы сегодня готовим мясо. Мы готовим бастурму по-одесски. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребяточки, кусочек мяса взял. Не смотрите, что с жилочками. Я люблю жилочками. Можно брать мякоть. Любую говядину, соответственно, нам нужна. У меня сегодня говядина. Давайте с этой стороны пойдем дальше. Здесь у меня соль нитритная. Количество определенной соли немножечко обычно я добавляю. Ребята, на килограмм, здесь у меня ровно килограмм, я распишу все ингредиенты в описании видео. Чесночок, где-то 10 зубчиков от 5 до 10 по желанию. На тарелке у меня сладкая паприка, пажитник, черный перец, ребята. Специи для бастурмы, специально покупал в колбасном магазине. Кориандр. И я вот здесь, почему по-одесски, здесь специи как раз есть дополнительно, и сахар. Я хочу сделать такой немножко сладковато-острый вкус. Буряк, ну и нитка для подвешивания нашей бастурмы, когда мы будем ее сушить. Ребятки, сейчас, как всегда, раздвигаю, как я говорю, разгребу немножечко здесь все. И начнем вместе с вами готовить эту бастурму по-одесски. Ребятки, специи я пересыпаю, потому что мясо будет у нас солиться где-то недельку, наверное. Специи потом еще подвешивать мы будем. Специи я пересыпал в баночку, закручиваю плотно крышечкой, они стоят, сыпаю все специи в дно, потому что они все равно будут потом перемешиваться. Чесночочек, бурячок в холодильник обратно отправляю. Вернемся к ним где-то через недельку. Ребята, можно зачищать мясо, можно уже купить менее жилованное мясо. Я люблю жилочками, я же говорю, бастурму я делаю. Я вот разрезаю на две части, вот примерно. Вот посмотрел, вот на две части, вот так вот я прямо разрезаю. Вот две части, вот посмотрите, какое в разрезе. Оно вроде сверху жилочкой, можно защищать, какое вот красивое, красивое. Можно зачистить эти жилочки. Я оставляю, я люблю, ребята, просто не обращайте на это внимания, я же говорю, можно зачистить ее. Все, ребятки, сейчас я буду просаливать, сейчас 2 секундочки, подготовьте контейнер, где вы будете солить. Я вернусь к вам буквально через минуту. Ребята, переложил формочку. Что я сейчас делаю? Я перемешиваю обычную соль с нитритной. Обычной буквально чайную ложечку. Нитритная здесь идет 28 грамм. Я же говорю, все в описании на килограмм. Здесь у меня килограмм. Равномерно распределяю всю соль вот так ложкой. Сначала с одной стороны сейчас покажу как. Потом с другой стороны уже таким же образом. И со всех сторон буду обтирать. И все, натираю солью, ребята, везде. Вот видите. То есть я натираю солью прямо уже в таре, где оно будет просаливаться. Разворачиваю абсолютно так же самое. Видите, я жилки оставил, можете их срезать. Я специально их оставил, я люблю жилками. То же самое здесь. Абсолютно так же самое. И по бокам, соответственно, то же самое. Все, ребята, просаливаем. Ставим под пресс в холодильник. И разворачиваем каждый день, ребята, на наше мясо. То же самое на бока. Вот так вот. И обсаливаю тоже на боках. Появится водичка, прямо не сливаем эту водичку, прямо в этой водичке она просаливается, наше мясо. Если бы была обычная соль, я намного бы больше ее добавлял, ребята. А так как здесь нитритная соль, ее не надо добавлять много. О, видите, даже здесь вот у меня жилочка. Обожаю жилочки, я же говорю, люблю. Под пиво, ребята, под вино. Шикарный вид. Все, хорошо, все обтираю, ребята. Где не хватило, я беру прямо вот так вот. Все обтираю, массирую мясо в соли. Одно, потом другой кусочек. Все полностью, чтобы оно было со всех сторон в соли. Все. И где-то, я же говорю, 5-7 дней оно просаливается. Затем вернусь, покажу, что будем делать. Увидимся, друзья. Ребята, и пока наша бастурма засаливается по-одесски. Традиционный анекдот от меня, от Одессита на кухне. Ребятки, сын папа. Папа говорит, а свиную колбасу, говорит, из свиней делают? Да, сынок. А говяжью колбасу из чего делают? Говорит, да, говорит, делают из чего-то. Ну, наверное, немного и мяса добавляют.
Ребятки, все, просолилось наше мясо для бастурмы, посмотрите. 7 суток оно солилось. Все готово. Сейчас заливаем прохладной водой и вымачиваем, ребят. Увидимся. Ребятки, так как я солил в нитритной соли, еще добавлял обычно, и я вымачивал где-то порядка 45 минут, ребята. Если вы будете полностью засыпать обычной соли, до 2 часов вымачивается. Ребята, вынул, вымочил. Сейчас буду ставить под пресс. Опять же, видите, здесь есть тонкая сторона. Я буду смотреть, какой стороной мне красивее поставить. Я вот так буду расплющивать, вот, ребятки, этой стороной. Хочу, чтобы потолще были кусочки. Вот. И буду ставить под пресс. Подготовил уже, ребятки, салфеточки. Вот так вот по длинной стороне, чтобы нигде не как раз. Все, формирую форму, потому что она уже приплюснется и уже будет в таком варианте. Здесь то же самое, смотрю, узкая сторона. Расплескиваю вот так вот. О, видите. Смотрю, какое мне больше нравится. Она еще приплюснется, конечно, в любом случае. О, есть. Все, то же самое ставлю, чтобы оно не выпадало. Все, вроде по краям все нормально. Есть, ребятки. Подальше друг от друга, чтобы они будут приплюснуться, чтобы не прикасались. Сверху я ставлю так же само полотенечки. Вот прямо больше на мяско оно расплющится. Так, сейчас. О, есть. И второе полотенечко также само ставлю. Все, ребята, у меня есть 2 досточки вот такого плана. Раз досточка. 2 досточка, как раз удобненько становится рядышком. О, и сюда я сейчас положу груз где-то порядка 10 килограмм, ребятки. Это не колбаса. И 2 суток она будет лежать у меня при температуре где-то 5-8 градусов под прессом. Увидимся через 2 суток, ребята. Ребята, вот постояло 2 суток у нас под прессом. То есть у меня стояло 5 килограмм плюс 3-литровый бутыль с водичкой на них. Вот такое получилось, красота уже. Все, теперь, ребята, на 2 суток мы отправляем его на... Я вот отправляю на балкон подсушиться где-то при температуре 8-10 градусов. Затем вернусь к вам, и мы уже подготовим наши специи и обмажем наши кусочки. Ребята, почистил свеклу, бурячок, буряк у нас в Одессе называют. Мы легких путей не ищем, можно, конечно, закинуть в соковыжималку, запачкать его одним буряком, но мы потрем на меленькую такую вот терочку, не на самую мелкую такую, наверное, вот большая, там средненькая, это самая мелкая. На меленькую терочку у нас бурячочек потрем, чтобы отжать, нам нужен от буряка сок. Сейчас потру и вернусь к вам, друзья. Вот я потер бурячок, теперь беру маленькими порциями жменьку, чтобы в ладошку помещалось. Вот так вот. Другую мысочку. И начинаем изображать соковыжималочку. Видите, аккуратно, не спеша. Если там чуть-чуть попадется пару буряка, ничего страшного не будет. Но зато хорошо видите, как он нажимается постепенно. Только не давите сразу, потому что будет взрыв на буряковой фабрике. Аккуратненько. Все, сейчас весь бурячок сок отожму. Вернусь к вам. Ребятки, все, отжал сок. Вот столько молодой бурячочек, столько сока получилось. Ребята, добавляем наши специи через ситочко. Если вдруг где-то там я что-то, крупные кусочки выпали у меня. Я же не универсальная соковыжималка. Вот, все, есть. Есть сок весь. Есть у нас. Все, друзья. Это нам уже не нужно. Вот так у нас не будет никаких губочек. Берем ложечку, ребята, и тщательно все это перемешиваем. Ребята, маленький секрет, кто нас смотрит. Я не добавляю муки, но если вдруг у меня жидкая получается, да, замазка, как я говорю, помазка для бустурмы, то я добавляю немножечко муки или крахмала. Лучше муки в этом случае. Смотрите, по консистенции, почему я не добавляю, потому что сейчас вы поймете, еще раз покажу. Хорошо все перемешиваем. Все, друзья, увидимся. Посмотрите, какие красивые у нас специи получились. Я немножко перемешал, чтобы они набухли. Я посмотрю, нужно
будет добавлять еще там сока свекольного, либо просто можно водички, если они густые, кстати. Если жидкие, ну, у меня достаточно, потому что я жду, когда мы мажем, вы увидите, что мы делаем. А сейчас нам нужно почистить где-то 10 зубчиков чесночка, ребята. Все, почищу и вернусь к вам. Опа. Ребятки, средних, маленьких 10, я вот, у меня так чуть побольше чеснок, я 6 достаточно будет мне. Вы смотрите, если любите чеснок, делайте 10. Мне достаточно на такое количество. Пропускаем через пресс чесночный, чесночно-садовилка в нашу помазочку. Все, пропущу, перемешиваем и вернусь к вам, уже достану с балкона нашу буструму. Ребятки, все. Вот высушилась наша бустерма. Посмотрите, какая красота. Где-то что-то, если еще осталось, там вот салфеточки у меня, кстати, высох кусочек, еще не отделил. Сейчас отделяю и будем намазывать, ребятки. Сразу вот с этой и начнем. Давайте. Салфеточка, видите, немножечко кусочек остался. Я ее снимаю аккуратненько. Должно быть все чисто, ребята. Где-то что-то оставили, либо что-то вам не нравится, жилочка какая-то, отрезайте. Все, остальное жилочки мне все нравятся, ребята. Я люблю жилочки, посмотрите, какая прелесть, какая красота. Уже цвет бустермы внутри, вообще шикарно. Давайте начнем с этой стороны, ребята. Вот у нас 2 кусочка, делим специи пополам. И я вот сразу беру вот так раз и начинаю размазывать первый слой. Вот так вот вытягиваю. Желательно над тарелочкой. Это я вам показываю. Если что-то упадет, вернем обратно. Все, ребятки, сейчас размажу по всей бустерме. Это сначала с одной стороны, потом по бокам. Потихонечку начинаю мазать. Если вдруг что, я вот так вот просто беру за ниточку. У нас достаточно вот за краешек, за нитку эту. Держу и дальше размазываю вот прямо в висячем положении, чтобы специи не упали. Покажу вам вот так вот. О, все размазываю, добавляю специй. И дальше вот так вот раз. Они хорошо прилипают. Видите, вязкие. Главное, не делайте их жидкими. Все, ребята, сейчас размажу, вернусь к вам. Вот немножечко намазал. Видите, оно неравномерно. Теперь беру водички. Вот у меня немножко. Чуть-чуть буквально, ребята. Все специи здесь. Чуть-чуть. Вот ладошку я мочу. Саму ладошку. Оп. Не сильно, не надо, чтобы текло. И потихонечку начинаю мазюкать. Если где-то что-то, раз я чуть-чуть подмочил, вот пальчики. Раз и дальше начинаю тянуть, размазывать. Все гладенько, чтобы было. Везде были специи. У меня еще есть с этой половинки специи. Ребятки, вот так вот я сейчас вам покажу с этой стороны. Вот она неровная, видите. Я намочил пальчики и потихонечку начинаю, видите, она ровнеет, ровнеет. Я придерживаю так вот под весом, не давлю, видите, под собственным ее весом. Видите, вот выравниваю красивенько все полностью, чтобы было. Все выровню, ребята, покажу потихонечку. Можно вверх, вниз, видите, вот она, видите, выравнивается. Можно вверх, вниз, если тянется специя. Чуть-чуть мочу руку, струшиваю и дальше продолжаю. Все это делаем на тарелочке, чтобы не запачкать нашей кухни. Все. Так вот аккуратно все вымазываю наверх. Где-то щели какие-то замазываю тоже специями, чтобы оно полностью покрыло. Где-то может быть чуть толще слой. Вытягиваю его, если толще слой я вижу, чтобы это был равномерный слой. Все. И так далее. Если где-то не хватает, я вижу там внизу, там, допустим, я просто беру рукой вот так вот, у меня есть специи, да, вот на низ раз, прилепил и аккуратненько начинаю так же само разравнивать все специи, чтобы были везде специи. Где-то пропуски были ложкой тоже, сейчас они заполнятся, если надо, я же говорю, я добираю специи пальчиком, увидел вот, пропуски где-то вот мясо. Раз, добрал, ребятки. Видите, все, нету пропусков. Аккуратно делаю. Здесь уже такая ювелирная работа. Все, ребятки, вот что у нас получилось. Сейчас следующую обмазываю. И отправляем на балкон где-то на 2 недельки, ребята. Чтобы она подсохла полностью. Смотрите, 2-1,5 недели, в зависимости от вашей температуры. У меня сейчас на балконе где-то 5
8, максимум 10 градусов, нормальная температура для вяления мяса. Она просоленная полностью, все в специях. Теперь она пропитается, подсохнет наши специи. И будем, конечно, пробовать вместе с вами. Увидимся, друзья. Ребятки, и вот готова наша бустурма по-одесски. Посмотрите, какая красота. Покручу. Сейчас будем вместе с вами пробовать, ребятки. Вот она. Вот, посмотрите, какая красотища. Аромат вам не передать, ребята. Ой, какая. Сейчас будем пробовать. Разрежу при вас. Сейчас 2 секундочки, ребята. Вернусь к вам. Ребята, будем разрезать. Прямо при вас взял самый красивый кусочек. Ну, давайте вот как-то вот здесь вот и разрежем. Раз, два. О, хорошо режется. Раз, есть. Ну что, разворачиваю к вам, ребятки. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая бустурма по-одесски. У нас сейчас будем пробовать. Все, ребята, сейчас нарежу, сфотографирую и будем пробовать. Ну что, ребята, вот все. Для вас нарезал, сфотографировал. Посмотрите, какая красота на тарелочке. Будем пробовать. Давайте с самой серединки сразу. Вот так вот, оп, возьмем. И вот посмотрите, какая красота. Вот, руками пробую. Давайте покручу медленно. Вот специи. Все, красотища. Ну что? Аромат, неимоверный цвет, ребята. Ну что, пробуем. Ребята, разрывается мягенько. Смотрите. Тянучая. Просто супер, ребята. Каждый раз мы уже готовили бустурму на канале. Она будет. И, конечно, приготовим еще несколько вариантов. Это была по-одесски. Но у нас еще есть баранина. У нас есть еще свинина. Это, напоминаю, говядина. Если найдем, и будет конина. Ребятки. Ну, просто хочется жевать, и еще бокальчик пива. Вкуснотища. Ребят, с вами была действительно кухня. Для вас мы делали сегодня бустурму по-одесски. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Вам и вашим семьям. До скорых встреч, друзья. Пока.